Всем привет! С вами канал Трепология звука, и это очередной обзор советского синтезатора. И сегодня у нас на обзоре достаточно интересный и редкий аппарат Rhythm 2. Rhythm 2 производился в городе Киров, разработчик Виктор Никулин. Официальная дата считается 1984 год, но есть замечательная статья на Mixmag, где брали интервью у Виктора, и там написано и говорится, что первые прототипы были уже в 1982 году готовы. Почему такая большая разница? Дело в том, что чтобы довести синтезатор до серийного производства, требуется обычно очень долгое время. Я об этом уже читал, когда интересовался производством синтезатора Эстрадин, который выпускался у нас в городе Житомир. Вот, и там тоже автобиографии человек в своем блоге писал, что достаточно это долго, то есть год-полтора занимает оформление всех документаций, прохождение всех инстанций и так далее. О этом синтезаторе, в принципе, достаточно много информации в интернете есть. Есть обзоры, есть замечательное интервью, есть видео со звуком. Этот синтезатор был переиздан, то есть есть его новая версия, такая маленькая, собранная. И поэтому, в принципе, о синтезаторе достаточно много информации. Поэтому я не буду вникать в всякие технические характеристики, я буду рассказывать субъективно вот свое мнение о приборе. С прибором я этим сталкиваюсь в первый раз. Прибор приехал на профилактику, то есть он был исправен. После рекапа условно был у другого мастера, но при этом он не звучал, не строил, MIDI работал некорректно, клавиатура глючила, не запускались огибающие, было очень много проблем. В итоге все починил, все перебрал, и сейчас уже, в принципе, есть некоторое мнение о приборе. Оно достаточно спорное, потому что вопросов возникало уйма. В основном вопросы были: это проблема была с завода, либо это сделано уже было мастером проблема. Потому что очень сложно было понять по конструктиву, особенно если ты прибор этот видишь впервые, то есть никогда раньше с ним не встречался, очень сложно было понять, это так должно быть или это мастер какой-то уже приложил свою руку. Так, давайте начнем с конструктива. То есть это, в принципе, очень-очень компактный прибор. В принципе, по размеру, если с серьезных брать приборов, то есть он чуть-чуть больше, чем Маэстро. Он выпускался в нескольких видах, вариантах исполнений. То есть у него есть разный цвет. То есть вот эта версия черная панель, деревянные канты. Есть версия с белой панелью. Насколько я знаю, ручки абсолютно различались. То есть вот эти вот все пластиковые штучки, это все, как и детали в ритме, это все может очень-очень сильно отличаться. Это меня вело в смущение, потому что, например, смотришь плату, да, то есть посадочные отверстия одни, а детали стоят совершенно другие. И кажется, что как будто кто-то это перепаял, но нет, на самом деле был, видимо, а был огромный дефицит на запчасти, и приходилось каким-то образом выкручиваться. То есть, когда был недостаток одних запчастей, их старались заменить чем-то подобным. Очень интересный момент с тем, что существует несколько ревизий данного прибора. Вернее, даже так, не ревизии, а вариантов исполнения внутренних, да, то есть компонентно. У меня версия на термостабилизаторе 198NT1, это более поздняя версия, до этого была версия на так называемом кубике. Спасибо большое Сергею из Киева, сейчас я приложу фото, он отфотографировал, у него как раз такой был аппарат на профилактике, он все сфотографировал, чтобы я мог показать вам. За это огромное ему спасибо, то есть, было интересно посмотреть на термостабилизатор этот кубик. Там запаянный, то есть там такой алюминиевый кубик, с двух сторон прикручены транзисторы, и внутри тоже, по-моему, стоит там термосборка. В общем, это первый вариант исполнения ритма. Там чистый вольт на октаву. На версии 198NT1 там что-то порядка 1,3-1,4 вольта на октаву приходится. Так, то есть это первая разница. Бывает версия на кубике, бывает версия на 198NT1. Вторая разница — это, собственно, элементы. То есть элементная база — это микросхемы. Опять же, на фотографиях, которые прислал Сергей, там микросхемы все в железных корпусах, то есть на ножках. У меня же микросхемы все уже в дип-корпусах и так далее. И, соответственно, под разные виды микросхем разная разводка плат. Далее, огибающие. Платы огибающих, насколько я знаю, то есть она сверху вот ставится отдельным блоком. Вот этих отдельных блоков есть два варианта. У меня стоит версия, значит, на LA7, и есть еще какая-то версия на других микросхемах.
Опять же, есть на DIP микросхемах, есть на круглых, еще в железных корпусах. И разводка, соответственно, отличается. Принципиальных схем тоже существует две. Первой версии прибора и второй. Но получается так, что иногда встречается ревизия ритма, когда часть схемы от первого блоков, да, а часть от второго. В данном случае, например, я подсматривал схему огибающей именно по первой принципиальной схеме, там она на ла-7. Еще один момент, с которым я столкнулся, блоки питания тоже были разные. То есть у меня сейчас версия блока питания с одним радиатором. Насколько я понял, чаще встречается версия с двумя радиаторами. Я так понял, она меньше греется. Вот эта версия на одном радиаторе, она очень греется. Получается, что прибор может встречаться в одной из этих комплектаций, то есть термостабилизатор, варианты огибающие, вариант блока питания. И плюс к этому всему, то есть элементная база очень сильно может отличаться. В частности, резисторы, опять же, у меня уже версия на подстроечных была на мелких, более привычных мне. Вот, версии, которые на фотографиях у Сергея, там более старые подстроечные резисторы, которые типа размера побольше. Синтезатор этот считается достаточно редким. В интервью с разработчиком он говорил, что по приблизительным подсчетам это 3-4 тысячи изделий было. То есть это достаточно немного. На рынке, в принципе, в Украине, например, ритмы встречаются. Встречаются с определенной периодичностью, скажем так, чаще, чем, наверное, Алисы. Поэтому, сложно сказать вот о его редкости. Считается редким, скажем так. Если рассматривать структурную схему прибора, то стоит вспомнить один такой факт, миф, который блуждает по форумам. То, что ритм является, скажем так, клоном Moog Prodigy. Отчасти доля истины в этом есть. Сам разработчик говорит, что схему Prodigy он увидел уже после выпуска ритма, но также говорит, что в принципе муговские схемы видел и ими вдохновлялся. Сейчас скажу от себя. Я столкнулся когда с проблемой настройки этого прибора, я как раз таки настраивал его по мануалу Муга. Потому что именно процесса настройки ритма в принципе нигде нет. Я хотел проверить идею, действительно ли это клон Prodigy, и как раз у меня было очень много вопросов по настройке, как это должно производиться, было очень много непонятных моментов, потому что у меня была проблема со строем. Схемотехнически, блочно, это действительно очень похоже на Moog Prodigy, только на отечественной компонентной базе. И это как бы урезанная версия, потому что Moog Prodigy это двухосцилляторный прибор, а Rhythm 2 это одноосцилляторный прибор. Условно Moog Prodigy это 2 штуки Rhythm 2. Вот, но отличия есть. Отличия есть, причем такие существенные. В чем огромная вот разница между тем прибором и этим? Из-за того, что они на разных компонентных базах, то есть, понятно, использовались наши какие-то аналоги, замены, какие-то блоки были немножко переработаны или доработаны.
И абсолютно из-за этого различаются все номиналы, все вольтажи и так далее. Прибор условно был пересчитан. Но если вот это все опустить и смотреть поблочно, то примерно все совпадает. И в данном случае, когда я разбирался с настройкой прибора, я как раз таки смотрел мануал Муга, очень много я там прочитал про то, как настраивать, в каком режиме. Там есть такие пункты, как давать поправку на температуру окружающей среды, как это все сделать корректно. И в общем по этому мануалу мне уже стало очень многое понятно, и я смог отстроить такой прибор. Давайте более подробно рассмотрим внешний вид прибора и опять же посмотрим, какие были варианты. У меня есть вот такая штука, это копия инструкции. Сергей обратил внимание, что в первой версии ритма, наверное, в самых первых приборах, и тут на картинке изображено, были тумблеры вместо кнопок P2K. Есть еще фотография из интервью с разработчиком, там, где он в руках несет Rhythm 2, у которого тоже эти тумблера. То есть самые первые версии ритмов были, скорее всего, на тумблерах. И, возможно, даже можно поставить здесь тумблера. Я не обратил внимания, когда разбирал, но, по-моему, посадочные места там достаточно большие. Вот. Но, видимо, позже появились в доступе переключатели P2K. Они, в принципе, достаточно неплохие, надежные, и стали их повсеместно использовать, как более, скажем так, современные и лаконичные. Большую часть прибора составляет единая плата материнская, на которой собраны, собственно, все части, кроме огибающей блока питания. Отдельным блоком собрана клавиатура, соответственно, и есть еще часть, где расположен джойстик и регулятор модуляции. Сразу же буду вам рассказывать о недостатках ритма, которые прям бросаются в глаза и которые очень сильно портят о нем впечатление, если он вам вот приходит без профилактики, либо без должной профилактики. То есть в данном приборе была очень в плохом состоянии клавиатура, и из-за клавиатуры здесь были основные проблемы. Были погнуты все контакты, все было окислено, то есть было короткое замыкание по шине гейта и так далее. Из-за чего прибор, соответственно, не мог работать корректно. То есть так устроены все синтезаторы, что есть гейт, который запускает огибающую на усилитель, управляемый напряжением, да, и есть, соответственно, ВЦО, то есть вольт-контролируемый осциллятор, который запускается уже определенным вольтажом. То есть всегда есть две шины. И если, например, шина по гейту закорочена, то у вас никогда не сработает огибающая на усилитель. То есть она как бы постоянно нажата клавиша получается. Ну, соответственно, то же самое. Если есть замыкание по линии нот, то когда вы нажимаете какую-то ноту выше, то может играть нота ниже, в зависимости от того, какие контакты раньше попадут на шину. То есть в данном приборе нужно первым делом перебирать клавиатуру, либо ее совершенно убирать. Если вы собираетесь прибор мидировать, то это тоже возможно. В принципе, не всем нужна клавиатура, скажем так. Если клавиатура в хорошем состоянии, то это уже залог успеха того, что дальше будет все проще делать. Хотя там еще тоже целый пласт проблем. То, что здесь плохо, это джойстик. Джойстик сделан очень механически непрецизионно, и из-за этого куча проблем есть. То есть он очень грубо настраивается, потому что настраивается пределы джойстика не электрическим способом, а механическим ограничением хода этой пластмасски. То есть там есть два шурупа, которые находятся под краями, и то есть когда джойстик упирается в шуруп, это таким образом мы выставляем уровень отклонения. Опять же, про это все я в принципе рассказывал в ремонтах. У кого будет интерес, посмотрите, там будет серия видео по, собственно, восстановлению всего этого ритма, и все проблемы, с которыми я столкнулся, там будут описаны. То есть как его настроить, как починить клавиатуру, как перебрать джойстик и вся вот эта история, как убрать повышение тона при введении пилы. То есть все это описано в видео. Джойстик — это та часть, которая доставляет проблемы. Из-за того, что он неточный, у него есть некоторый ход, дребезг, и этот дребезг напрямую влияет на строй, то есть на центы какие-то. Но понимаете, джойстик имеет ход, это уже цент, сам синтезатор
чуть-чуть плавает при долгой работе там и так далее, это еще чуть-чуть, и это вот чуть-чуть и плюс чуть-чуть, и мы получаем некоторые, скажем так, погрешности. Я очень долго морочился здесь с настройкой, потому что я его настраивал, ну, практически вот по мануалу Муга, то есть прогревал там 15 минут, отстраивал, и все работало отлично, и как бы все хорошо, но это прибор у меня был открытый. Но когда я прибор собрал, и когда я начал пользоваться прибором больше, чем 30 минут, то есть час, полтора, два, у меня начались проблемы, то есть строй уползал, расползался, и все это очень сильно мне не нравилось, потому что ничего не строило. Чуть позже уже я обратил внимание на инструкцию. Мы же никогда не читаем инструкции. В инструкции есть несколько важных пунктов. То есть понятно, что один из пунктов, который есть практически во всех инструкциях к советским приборам, это если вы занесли прибор с холода в комнату, то ему нужно обязательно постоять 2-3 часа, чтобы температура внутри прибора и компонентов, в общем, уравновесилась, не было никакого конденсата и так далее, и так далее. Вот. Но есть еще интересные моменты, то есть здесь указано
собственно, как и в мануале Muga, что перед использованием прибора его нужно прогреть. Тут указан параметр 10 минут. Я посвятил почти неделю, пытаясь разными способами настроить именно ритм, прогревая его там и 15 минут, и больше, и меньше, настраивая термостабилизатор разными способами. И могу сказать, что в принципе время прогрева зависит от того, как производилась именно настройка. То есть в данном случае, когда я уже столкнулся с этими всеми вопросами, перечитал вот эти все мануалы и перепробовал разные варианты настройки, я пришел к тому, что его нужно настраивать обязательно хорошо прогретым. Это не 15 минут даже, это где-то полчаса минимум. И желательно, чтобы он был закрытым. Дело в том, что в большинстве мугов, то есть написано в инструкции, что прибор нужно настраивать закрытым. И когда я столкнулся со всеми проблемами, я понял почему. Дело в том, что, соответственно, внутри корпуса, из-за того, что там есть, как сами элементы, так и трансформатор, так и радиатор на питании, температура иная, чем в комнате. И получается, что через какое-то время, когда нагреваются все радиаторы, компоненты внутри синтезатора прогреваются, и только тогда нужно и проводить настройку, когда температура всех уже компонентов усредненная. Иначе будет очень много проблем. Я специально проводил эксперименты, я прогревал разные элементы термофеном, пытаясь понять, какая часть, скажем так, термонестабильна. Так вот, я вам скажу, в части генератора практически все меняет свои характеристики под действием температуры. То есть от резисторов до конденсаторов, я уже не говорю про операционные усилители. То есть операционные усилители у них дрейфуют 0, то есть и так далее. То есть некоторые элементы настолько чувствительны, что на них, если положить палец, руку, то есть температуру тела 36 градусов, то строй уже уплывет достаточно далеко. Это я сейчас не за термостабилизатор, он так и должен работать. То есть, чтобы хорошо настроить этот прибор, его нужно долгое время прогреть, и желательно в тех условиях, в которых он будет работать, в плане в закрытом состоянии. Я не имею в виду снаружи, потому что все-таки термостабилизация, как раз таки она на то и нужна, чтобы стабилизировать работу прибора при разной окружающей температуре. И поэтому условно термостабилизатор должен быть по температуре выше, чем максимально используемая, то есть выше, чем, например, температура летом в наших странах, вот так условно. Вот, в моем приборе, не знаю, из-за вот этой ревизии блокопитания очень сильно там греется радиатор, очень сильно, порядка там, наверное, 60-70 градусов, то есть он прогревает корпус достаточно хорошо. И в моей версии, не знаю, так было с завода, либо это так уже мастер поставил, радиатор стоял прям под самим термостабилизатором, и это вообще вносило такие искажения в настройку. То есть первое время я его настраивал открытым, считая, что если я его закрою, что все будет нормально. Но когда я его закрываю, там начиналась чепуха страшная, просто потому что снизу радиатор, просто потому что были не прогреты все элементы и так далее. В итоге, намучившись с этой всей историей неделю, я все-таки смог его настроить. И вот у меня время прогрева прибора немножко отличается от того, что указано в паспорте. То есть в паспорте здесь указано, подключить шнур питания, выдержать синтезатор перед игрой во включенном состоянии не менее 10 минут. То есть с завода писалось, что это примерно 10 минут. И в принципе это время, даже меньше, у меня получалось достичь. Но вот для промежутка стабильность строя была от примерно 20 минут до часа, где-то вот так. То есть он, действительно прогревался, на 10-й минуте он уже строил, и примерно до часу до часа работы продолжительной он был более-менее стабилен. Но когда уже проходило больше времени, 1,5 часа и 2, то опять все расплывалось, потому что внутри уже компоненты приобретали вот эту среднюю температуру, и все плыло. Ввиду того, что в принципе прибором будут пользоваться долговременно, то я постарался настроить его так, чтобы он сохранял стабильность на долгом режиме работы. Поэтому у меня выходит на рабочий режим примерно через минут 15, уже начинает более-менее строить, но еще немного там не попадает. И после прогрева, примерно 20-30 минут, он уже выходит на рабочий режим. И после этого, даже после 1,5, 2, 3 часов, строй далеко уже не расплывается. Чуть-чуть изредка нужно подстроить, но именно между октавами, между регистрами все на месте. Прибор в этом плане мне показался капризным. Когда я с этим столкнулся, я думал, что у меня где-то есть дефект в приборе, я его не вижу.
Вот, но внимательно измерив всю цепь до экспоненциального конвертера, то есть я убедился, что напряжение у меня не плавает, что все более-менее ровно. Все это происходит просто из-за нагрева элементов и из-за деталей, из-за особенностей компоновки, температуры внутри и так далее. То есть, в принципе, это можно улучшить, если, наверное, заменить все операционники на более какие-то малошумящие, более точные и так далее. И, насколько я знаю, ребята так делают. Но это достаточно трудоемкий процесс. Вот. Все-таки можно настроить данный прибор, чтобы он работал. Но он будет чуть дольше выходить на свой рабочий режим. Я считаю, в принципе, это нормально. Первое, с чем столкнется человек, который его будет ремонтировать и вообще никогда не сталкивался с ритмом, что, возможно, он его неправильно настроит. Потому что есть много особенностей, и надо их все учесть. Давайте рассмотрим переднюю панель ритма, заодно элементы управления и возможности прибора. Панель управления ритма достаточно специфична, с непривычки может быть очень непонятно и неудобно, но разобравшись, привыкаешь и уже все становится более-менее интуитивно. Поэтому начну рассказ с оконечных блоков, а не с самого начала. То есть вот эти два регулятора — это, соответственно, выходы. Выход линейный, громкость основная, и выход на телефон, громкость. Сам разъем выхода на телефон в ритме расположен вот здесь. Скорее всего, это было удобно, но заменить этот разъем на современный получается просто потому, что если сюда ставить разъем большой джек, да, то там он упирается в джойстик. Нужно выфрезеровывать в дереве совершенно другое отверстие. Дело в том, что вот эта часть, она из цельного куска дерева выфрезерована, а сверху вот эта алюминиевая такая накладка. У нас есть два так называемых контур-генератора. Контур — это так названо оно в ритме, но по факту это огибающие. Есть две независимых огибающих, не перезапускаемые. Они одна на усилитель, то есть на громкость всю, вторая, соответственно, на фильтры. То есть классический ADCR, то есть атака, пьедестал, время и послезвучие, соответственно. То есть два абсолютно идентичных модуля, только один управляет громкостью, второй управляет, соответственно, фильтром. И они так и скомпонованы. То есть вот здесь громкость и все, что с этим связано. Здесь, соответственно, фильтр. Управление фильтром и его настройки.
Сейчас мы к этому блоку вернемся поподробнее. С чего начинается управление в ритме, так это с микшера. То есть это нужно знать. То есть в данном случае прибор этот одноосцилляторный. То есть есть один общий осциллятор, с которого формируются уже, скажем так, типы волны. Прямоугольник и варианты, получается, треугольник и пила переключаемый. И ручки, соответственно, так и сгруппированы. Эта ручка вводит звук прямоугольника. Послушаем сейчас. У прямоугольника здесь изменяемая скважность. И эта ручка расположена очень логично напротив регулятора громкости прямоугольника. То есть скважность вот. То есть на минимальной скважности, когда короткие пики и больше тишины в сигнале, да, то есть звучит это вот так. И когда мы ее увеличиваем, ширина прямоугольника увеличивается, то звук, соответственно, меняется. Так, про это сказал. Далее. Верхняя ручка это треугольник либо пила. В зависимости от того, нажата кнопка или отжата, ввожу пилу. И когда кнопка отжата, соответственно, треугольник. Есть очень распространенный дефект в ритме, когда введен прямоугольник и вводишь, получается, пилу, то тон уплывает вверх на там 5-6 центов. У меня этот дефект уже исправлен. То есть никаких изменений по частоте нет. Проблема в чем? Та часть, которая формирует пилу, она не развязана с фильтром должным образом, и из-за этого иногда с фильтра туда пролазит постоянка, и она каким-то образом влияет на строй. То есть нужно туда вставить либо повторительный операционный усилитель, либо диод. И тогда эта проблема уходит. Так, получается у нас три формы волны уже. Да? Треугольник, пила и прямоугольник с регулируемой скважностью. Понятно, что одновременно может звучать только прямоугольник и пила, прямоугольник и треугольник, да, потому что кнопка, но все равно. Так, третий регулятор, соответственно, шум розовый. Сейчас уберем эти. Шум это всегда интересно, шум это хорошо. Добавляет он некой такой живости инструменту любому. И это классический источник сигнала в синтезаторах. Просто на одном шуме можно уже делать кучу вещей с помощью фильтра и резонанса и так далее. Так, возвращаю в исходное состояние. Источник звука начинается вот здесь. Тут мы определяем, какой сигнал мы хотим получить. Именно источник сигнала, который мы потом уже обработаем микшером и другими модуляциями. Далее. То есть это вводит сигнал. И все эти сигналы, соответственно, имеют один источник, генератор, да, который находится вот здесь. Здесь имеется подстройка генератора. Подстройка нужна для того, чтобы прибор либо повысить, либо понизить, если вам нужно, ну, либо настроить при старте. В любом случае, каждый раз, когда прибор стартует, после прогрева, нужно его по тюнеру там, или камертону, кому как удобней, все-таки настроить на классический строй. Да? Вот, эта ручка для этого и нужна. Далее, у нас есть в генераторе галетник переключения диапазонов регистров. То есть это, собственно, высота, задающие ноты. Да? При переключении, получается, нота повышается кратно при правильно настроенном приборе, и можно извлекать чистые достаточно интервалы, просто переключая галетник.
Это все, что нужно знать именно о генераторе. Я вот сейчас не о всех ручках вам рассказываю, именно потому что рассказываю, в принципе, как логично это связано. Чтобы понять следующие две ручки, вот эту и вот эту, нужно рассмотреть вот этот блок. Этот блок называется модуляционный генератор. По факту это ЛФО. И получается, здесь есть несколько типов ЛФО. То есть, если рассмотреть внимательно обозначения, которые вот здесь нарисованы, то мы можем увидеть, что это прямоугольник, это как раз таки треугольник. И это вот такое значение. Я вначале посчитал, что это шум. Ну, я был практически прав. Это не шум, это случайный сигнал, то есть который генерируется, соответственно, на основании шума. Вот этот блок, он может выдавать с определенной скоростью вот эти типы волны. И этим блоком можно модулировать как генератор с помощью вот этого тумблера, да, так и фильтр. Чтобы ввести действие данного модуляционного генератора на генератор задающий, нужен вот этот вот регулятор, который так и называется — модуляция. То есть в минимальном положении этого регулятора модуляционный генератор не влияет на генератор. То есть у нас чистая нота. Но как только мы вводим, ну, допустим, давайте сейчас форма волны, чтобы треугольник, чтобы было слышно, и смотрим на светодиод. То есть регулятор как раз таки задает величину влияния модуляционника на генератор. Если я переключу в режим прямоугольника, то это будет, соответственно, звучать вот так. Случайный звучит вот таким образом. То есть он случайным образом немножко влияет на генератор. После того, как мы разобрались, как работает модуляционный генератор с генератором, становится сразу же понятно, как он работает и с фильтром. Аналогичным образом. Единственная разница в том, что на фильтр доступны только треугольник и рандом, и первым параметром здесь, собственно, сама огибающая. То есть фильтр может работать от огибающей и от модуляционного генератора в режиме треугольника и в случайном режиме. Так, давайте посмотрим верхние две ручки. Здесь видно, что очень часто пользовались частотой среза. Любимая ручка всех музыкантов. Давайте послушаем.
Фильтр в ритме — это отдельная история, его можно настроить по-разному, есть каноны и так далее. Потому что фильтр здесь зависим от клавиатуры, и в фильтре достаточно много там вариантов настройки. То есть можно настроить его очень зло, можно настроить его музыкально и так далее, и так далее. Есть некоторый классический подход, но который из них правильный, я не знаю. И дело в том, что в мануалах, например, опять же, Moog, процесс настройки фильтра именно не описан. Так, но в данном случае, то есть это фильтр так звучал без резонанса. Резонанс я здесь настраивал так, чтобы он был на пределе, но не заводился, хотя, насколько я знаю, некоторые люди любят, чтобы он заводился. Но когда он свистит, это, ну, здесь вот мне не понравилось, как это звучит. То есть я подвел к пику, скажем так, к пределу. Давайте послушаем, как звучит с резонансом максимально. Следующую ручку, которую нужно объяснить, это вот эта вот ручка. Называется, ну, вернее, у нее нет названия, она относится к блоку модуляции. То есть, если принять как источник модуляции огибающую и, соответственно, генератор, да, то это как раз-таки будет уровень введения модуляции на фильтр. То есть, когда она стоит в ноле, любой из этих источников не влияет на фильтр.
И, соответственно, на максимальном значении будет максимальное влияние огибающей либо генератора на фильтр. Проще всего это показать именно на генераторе. Давайте вот сейчас немножко установим, скажем так, опорную частоту заглушенную. И давайте посмотрим, как влияет эта ручка. То есть сейчас у меня тумблер стоит в режиме треугольника. Очень интересно здесь звучит как раз таки вот этот случайный режим рандом на фильтре, особенно когда стоит большой резонанс. Очень это музыкальная штука, достаточно много придает артикуляции разнообразия именно звучанию фильтра, ввиду того, что это случайное значение. Так, ну и классический режим, понятно, это огибающая, то есть классическая огибающая. Вот эта кнопка слежения за клавиатурой, она 1 к 1, либо 1 к 2. Что это значит? Когда стоит 1 к 1, то влияние клавиатуры на фильтр максимальное. То есть, ну, послушаем, да, допустим, сейчас я вывел ручку в максимум. А когда мы нажимаем то есть чем выше мы находимся, чем больше открывается фильтр. То есть из-за этого вот такой интересный звук, то есть резонирует на определенной частоте. И в связи с этим именно есть сложность в настройке. То есть и когда мы, соответственно, нажимаем делить на 2, то есть влияние уменьшается. Понятно, да? Осталась у нас одна ручка и одна кнопка. Это достаточно важные элементы, непростые, и их действие стало понятно только после, скажем так, прочтения инструкции и рассматривания схемы. Так, называется эта штука артикулятор. То есть, когда кнопка отжата, клавиатура работает в обычном режиме. Сейчас вот, да. И работает на нее огибающий, соответственно. Память запоминает последнюю нажатую клавишу. То есть, и это уровень памяти. То есть, даже если я ее нажал вот тогда, то сейчас там хранится значение. Я могу его ввести определенной громкостью. То есть эта ручка позволяет не держать руку на клавише, либо эмулировать вот такой эффект, как бы немного эхо и так далее. Вот. Но самое интересное, вот эта кнопка. То есть, когда эта кнопка отжата, огибающая работает в стандартном ADCR режиме. То есть но когда эту кнопку мы нажимаем, начинается эффект гаппинга. Слушаем. И
частоту этого эффекта можно менять, частоту и вариант. Когда мы нажали кнопку артикулятора, когда эта кнопка нажата, работают только два крайних регулятора. Центральные никак не будут влиять на звучание. И в данном случае последний регулятор влияет как раз таки на частоту гаппинга. А первый, соответственно, на атаку. То есть эти два регулятора, они определяют длину вот этой волны. И при этом они работают как атака и спад. То есть получается, можно формировать некоторые такие как бы повторяющиеся волнообразные формы. Собственно, вот и все элементы управления ритма. Вроде как их не особо много, но комбинации позволяют получать достаточно интересные классические эффекты и элементы. Забыл я еще за одну кнопку. Называется модуляция на скважность. Видно, что они связаны с палочкой. Когда эта кнопка нажата, то модуляционный генератор управляет скважностью. Для того, чтобы услышать действие данного регулятора, нужно вывести только прямоугольник. Это я делаю руками, а когда я нажму кнопку, это будет делать модуляционный генератор. Тип волны, управляющий скважностью, это треугольник, соответственно. То есть вот этот тумблер, он никак не влияет на модуляцию скважности. Так, про питч я, в принципе, рассказывать не буду. Понятно, как он работает. Забыл вам показать одну очень интересную деталь, с которой, в принципе, начинается знакомство с синтезатором ритм. Это вот этот ключик, который, соответственно, от вот этого замка. Дело в том, что корпус ритма, он же является и кейсом для самого себя. Есть вот такая верхняя крышка, на которой есть ручка. И когда прибор транспортируется, эту крышку нужно установить в специальные пазы, закрыть замки, соответственно, на вот этот ключ
Замок есть как с правой, так и с левой части, и прибор становится очень удобным в транспортировке. Он достаточно не тяжелый, в отличие от других советских синтезаторов, достаточно компактный, и именно это в нем привлекает. Ну что ж, сухая техническая часть закончилась, а теперь давайте поговорим о более важных для музыкальных приборов вещах, как о музыкальности, характере применения прибора, звучанию и так далее. И применению, соответственно, современной музыки, потому что основная цель канала была это именно показать, как можно применять приборы в современной музыке. Данный прибор, наверное, один из лучших примеров, как можно применять советское оборудование в современной музыке по нескольким причинам. Потому что он небольшой, он достаточно легко мидируется. Как я уже говорил, его перевыпускали, делали реплику в 2010 или 2012 году. Не помню. То есть есть маленькая версия Ритма 2 с исправленными дефектами, там есть CV-гейт и так далее. Он вообще компактный, вот примерно вот такого размера. Но смысл в том, что прибор даже в его оригинальном исполнении достаточно симпатичный и, что важнее, музыкальный, и по тембру звучания он очень хорошо подходит современной музыке. То есть у него очень приятный фильтр, мне понравился. У него вот тембра, которые на нем получаются, они звучат хорошо. При условии, что прибор отстроен, перебран, то есть все вот эти дефекты, косяки, которые у него есть, более-менее причесаны, исправлены, тогда прибор начинает звучать. Вот этот прибор, его состояние текущее, скажем так, наверное, оно даже лучше немножко, чем с завода, хотя, хотелось бы мне посмотреть на прибор, как он шел с завода. То есть понятно, что там много историй о том, и от самого разработчика, и от людей, что собирались эти приборы достаточно посредственно. Мог он быть собран абсолютно разного качества, как от очень хорошего, так до очень похабного и абсолютно ненастроенного. Вот, то есть в данном случае сейчас прибор перебран, дефекты устранены, он настроен, он прогрет, что важно. Сейчас я еще раз по тюнеру его настрою. Этот прибор мидирован. Это плюс 300-400 к карме, потому что не надо ничего играть, хотя играть на нем интересно и наруливать звуки. А можно прям напрямую использовать уже с секвенсором. И чтобы разнообразить как-то выпуск, чтобы не просто что-то наигрывать, хотя я это, наверное, тоже буду делать, я решил сделать вот что. В моей первой трансляции, которую я проводил на YouTube, я вам показывал трек, который был написан на Томе 1501, на электронике М25 и еще на чем-то, не помню. И я сейчас этот трек, вот те партии, которые были написаны на других инструментах, буду полностью писать на этом. То есть у меня здесь сохранились MIDI-дорожки, ударные останутся те же самые, а все остальное я напишу, условно говоря, повторю на ритме. Понятно, тембр, и я не буду клонировать композицию так, как она была, понятно, это бессмысленно, но смысл в том, что я просто покажу, насколько он универсален и разнообразен в плане звучания. То есть пропишу сейчас несколько партий, те, которые там были, основная, мелодика, да, там бас, может быть, какие-то духовые и так далее набросаю на нем, и посмотрим, что с этого всего получится. Я думаю, эксперимент будет достаточно любопытным. Так, первое, что нужно сделать,
Синтезатор у меня уже подключен по MIDI, то есть я включаю MIDI обязательно. Аудиосигнал уже заведен у меня тоже в секвенсор на первый канал. Ну, соответственно, можно проверить сейчас, что заведено все, и все работает, и все записывается. Так, все уровни отстроены на микшере у меня на пульте. Соответственно, нужно, повторюсь, настроить прибор. То есть он уже прогрет, все хорошо, просто нужно, чтобы он строил по нотам, то есть, соответственно, чтобы фа была фа и так далее. Для этого у меня на канале 4 всегда висит Guitar Rig, либо можно какой-то тюнер использовать, и я могу по нему быстренько... Так, все более-менее в пределах ноты, там что-то около 2-3 центов может различаться, это, скажем так, нормально. Посмотреть, какие у меня партии вообще есть. Так, ну, по классике начнем с баса. Где-то здесь должен быть бас. Понятно, что здесь у меня уже прописаны аудиодорожки, соответственно, мне их нужно убрать. Но давайте найдем просто MIDI-партию баса, потому что я-то писал по MIDI это все дело. Том был замидирован в тот момент. Скорее всего, вот эта дорожка, потому что бас вступает сразу у меня. Ну-ка, посмотрим. Да. Так, смотрим. Тут такая интересная особенность. Я когда работаю на своем оборудовании, то у меня, в принципе, приборы, вроде я их стараюсь настроить, но вот я помню точно, что том был тогда, по-моему, пониже немного, и я все выстраивал в него. И поэтому сейчас на фоне с тем, что мы слышали, и то, что мы сейчас слышим, нам кажется, что ритм выше. Но нет, на самом деле ритм наоборот строит. Вот таким образом у нас сейчас очень приятный такой бас. Нормально, мне нравится. Давайте, собственно, наверное, запишем кусочек. Заодно немножко разнообразим. Я тут пытался поиграться. Время в конце нужно для того, чтобы записать хвост от реверберации. Ревер сейчас используется Yamaha. Обычно сразу же после того, как дорожка записалась, нужно ее подровнять. Так, это у нас сейчас без эффектов, просто так, как мы и записали. Так, а где ударные? Так, звучит круто. Завожу на 17 канал, ну просто потому, что он последний свободный, чтобы подредактировать что-то, если можно было. Так, явно нам нужна громкость.
Так, ну мне в принципе нравится, как сейчас все звучит и так. Так, следующая. Там была такая партия высоких звучков. Вот она набросана здесь. Мы сейчас будем слушать эту партию. Пока что отдельно, без всего. Хотя, в принципе, почему отдельно, если можно послушать все вместе. Так, переключусь на регистр повыше. Звучит прям вот хорошо и прям звучит современно. Вот этот звук, он очень муговский такой звук, достаточно благородный, мне нравится. Сейчас еще попробуем поиграться с атакой фильтра, может быть поинтереснее получится. Приятный звук, когда он приглушен. Сейчас все-таки накинем на него какой-нибудь дилей. Единственное, что я хотел, сейчас я когда там пытался раздетюнить, я сбил настройку. То есть я хотел, чтобы немножко диссонансов было. Поэтому я сейчас подстроюсь обратно. Вот это звучит отлично. То есть это долгий ревер, плюс тейп-дилей, плюс модуляция скважности и немножко резонанса. Сейчас мы попытаемся с этим поиграться, то есть будем записывать. Опять же, запускаем Edison на запись, ставим метку и поехали крутить ручки. Очень много ревера. Поменьше сделаем. Возвращаем ритм и попробуем записать эту же партию, только давайте чего-нибудь поинтереснее. Что-нибудь шумами поиграем, повыше ноту сделаем.
И, соответственно, будем слушать в комплексе.
надо подвести некоторый итог, записать финалочку, но какое-то такое состояние, то есть неоднозначное достаточно. Не могу сделать какой-то определенный вывод. Я очень долго с этим прибором морочился, и большинство ощущений, скажем так, они негативные. Но при этом прибор достаточно музыкальный. Музыкальный, в нем есть плюсы по сравнению с другими советскими синтезаторами, да, он небольшой, ну я уже все это говорил. Но по прошествии вот, скажем так, нескольких дней, когда я очень часто крутил ручки в этом приборе, то есть мне не то чтобы наскучило, да, но я знаю очень четко, что можно получить с этого прибора. Я, в принципе, понимаю, что я далеко не все звуки выкрутил, и, возможно, из-за того, что сейчас фильтр перестроен чуть-чуть по-другому и так далее, здесь не все звуки, которые он может издавать, я сейчас смог накрутить. То есть, скорее всего, здесь можно больше комбинаций получить. Но, в принципе, вот из тех, которые я хотел бы использовать, набор достаточно ограничен. В принципе, этого достаточно. Звук хороший, действительно. Его можно применять как бейслайн синтезатор, и, в принципе, какие-то мелодические партии на нем тоже очень хорошо звучат достаточно. Наверное, если бы этот прибор был бы более покладистым и не таким капризным вот, в настройке и во всей этой истории, то, возможно, о нем было бы совсем другое впечатление. На текущий момент могу сказать, что среди советских синтезаторов я пока не так много их щупал. Один раз у меня была Алиса, проезжала, но она была, в общем, там тоже в достаточно грустном состоянии. Я ее не восстанавливал, она просто приехала и уехала. У меня есть эстрадины 230, есть вот сейчас и ритм, да, есть с чем сравнить. Это именно вот с синтезатором. Ну, мне, например, больше нравится эстрадин 230. Правда, у него ну, очень большой корпус, тоже неудачная клавиатура, там тоже такой же набор проблем. Строй у него тоже плывет, но не то, что больше возможностей, но просто 3 осциллятора и как-то все-таки, опять же, тоже клон Moog Model D. Не знаю, это разные приборы, но у меня есть подозрение, что Estradin 230 неким образом покрывает некоторый спектр этого прибора. Единственная, конечно, разница в фильтрах, то есть здесь фильтр другой, не скажу, что хуже, не скажу, что лучше, они просто разные. В общем, после всей этой истории с ритмом, вот не могу сложить какого-то о нем мнения определенного. То есть, возможно, это просто усталость. То есть я немножко устал от этого прибора в том плане, что мне приходилось его очень много раз разбирать. То есть когда уже я думал, все, ремонт завершен, то есть все классно, собираешь и все, нет земли, разобрал. Потом опять собираешь, когда считаешь, что ты все починил. Потом ты обращаешь внимание, что при введении пилы у тебя плывет тон. Начинаешь разбираться и понимаешь, что это проблема, в общем-то, больше схемотехники, чем данного экземпляра. И таких там проблем много. Потом с этим строем, когда я неделю на него потратил, скажем так, хотел сказать угробил, но именно потратил, потому что все-таки опыт какой-то извлек. То есть неочевидные такие моменты, то есть очень много всего приходится доделывать, чтобы прибор хотя бы зазвучал корректно. Думаю, конечно, что после таких манипуляций он будет достаточно долго работать, вот, и радовать своего хозяина. Но себе, наверное, я бы ритм не хотел. То есть, для меня здесь особо чего-то такого сверх нету. Здесь еще очень важную роль играет мое субъективное мнение, потому что в последнее время я почему-то не то что охладел к синтезаторам, но из-за того, что я очень редко сейчас пишу музыку, у меня нет такого восхищения, рвения к всему этому делу. И, к сожалению, я сейчас большинство своих устройств практически не использую. И вот сегодня, просто ради обзора я попытался записать на этом приборе свой трек, его видоизменить, да, то есть как бы он звучал на этом синтезаторе. Это один из немногих моментов, когда я
коснулся музыки за последние там месяцы, настолько загруженный график. В общем, наверное, сказывается просто усталость. Если бы было больше времени, может быть, я открыл бы этот прибор совсем с другой стороны. Но, опять же, все достаточно сумбурно, просто потому, что у меня нет времени больше с ним поморочиться, побыть, покрутить, потому что прибор уже достаточно долго у меня. Лежит он очень долго, даже, наверное, полгода, если не больше. Не было времени именно заняться им. Ну, а в работе он примерно, я уже говорил, то есть месяц там по вечерам, по выходным я занимался им. Это при условии, что прибор был рабочий. Но много вот этих было нюансов. Сборка, разборка, переделка, заделка отверстий, крепежи, сделал сзади новую панель, потому что мастер до меня так разъем разместил, не очень удобно, высверлил дырку в корпусе, предохранитель приклеил внутри корпуса. В общем, много было проблем каких-то, и даже после того, как я их все уже более-менее поправил, были уже потом все вот эти нюансы со строем и так далее. В принципе, видно, да, что когда, сколько сейчас, он уже сейчас третий, наверное, пишется обзор, и строй чутка все-таки сдвигается. Написано в инструкции, что интересный такой пункт, что... сейчас прочитаю его уже корректно, чтобы не обманывать. Получается, уход частоты задающего генератора за 4 часа непрерывной работы по модулю не более 1%. Что это значит, я вообще не ведаю. То есть 1% по модулю чего, средний от чего, от октавы, от строя, то есть, непонятно мне лично. То есть, видно, что он чуть-чуть плывет, но все-таки удалось его настроить. Понятно, что долго прогревается, там, да, 20 где-то 30 минут, это выход на рабочий режим, такой, чтобы хороший был режим на всех диапазонах. И потом можно спокойно работать в течение 2-3 часов, может больше, даже не знаю. Сейчас, наверное, тоже немножко сместился строй, но я уже не смотрел, насколько точно. Но хотя бы это состояние, скажем так, работоспособное для повседневного использования. С оговорками, что надо прогревать. Но, в принципе, это обычная нормальная тема для синтезаторов, то есть, что их нужно прогреть. Кому интересно, посмотрите видео про Жан-Мишель Жарра, когда он настраивает все свои приборы перед выступлением и прогревает, забыл, как это называется, вобьете, там будет. И есть еще много видео, когда у него приборы расстраиваются посреди выступления, либо что-то с ними происходит, тоже очень любопытно. Так, в общем, какой итог? Итога нет. Покрутил ручки, показал, как это может звучать, как его можно использовать в треках, рассказал про все его недостатки, показал управление. Выводы делаете сами. Это была очередная трипология звука. Надеюсь, будут еще выпуски. Очень мало времени на такие серьезные обзоры. И все равно они проходят как-то сумбурно, потому что прибор уже должен уехать, условно говоря, и мне приходится в последние дни быстренько что-то записать, показать, успеть, и, понятное дело, это достаточно так некомфортно, в том плане, что, наверное, может быть, даже не все сказано. Все, всем спасибо, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Там есть еще колокольчик, я теперь знаю, зачем он нужен. То есть я знал, что как-то он влияет на оповещение, но не знал, что настолько критично. Оказывается, что если колокольчик не стоит и вы на канал не заходите, то оповещения вам могут не прийти о трансляциях, о видео и так далее. Поэтому если вы следите за каналом и вам что-то интересно, то все-таки стоит этот колокольчик нажимать. И, видимо, как-то еще ранжируется канал по-другому. То есть я сейчас обращаю внимание, что когда какая-то активность на канале, когда я чаще видео выкладываю, он попадает как-то в большее количество рекомендаций и просмотров. Хотя за последний, скажем так, год количество просмотров именно по всяким мелким видео достаточно сильно упало. Меня это огорчает, потому что мотивации особой нет, и все это на фоне недостатка времени немножко, в общем, в грусть вгоняет. Все, всем спасибо. С вами был Саша Культурно, канал Трипология звука. До новых встреч.